Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте посмотрим, что мы притянем завтра. Что же мы излучаем сегодня и притянем завтра. Ну что, поехали. Первое, что хочу сказать, завтра мы притянем разрешение вопросов, которые тянулись давно. Это суд. Суд говорит о том, что завтра придется все-таки заканчивать, закрывать именно дела, которые тянулись давно. Также эта карта говорит о том, что завтра благоприятно подписывать договора. Завтра благоприятно подписывать соглашения. Если вас интересуют суды, кредиты, ипотеки, завтра хороший день для рассмотрения и подписания всех этих документов. Но их всегда по этой карте, знаете, как говорят, есть незакрытые гештальты. Я это выражение раньше не воспринимала, но когда я поняла, что оно значит, я его использую, и оно очень хорошо освещает то, что я ощущаю. Бывает, что вроде ситуация закончилась, ситуация ушла, но мы все равно никак в душе не можем отпустить какую-то тяжесть, какие-то переживания, какое-то раздражение. Так вот, по суду это благоприятный день для того, чтобы все-таки от этого всего избавиться и закрыть страничку. Знаете, как когда мы закончили читать книгу, мы закрываем последнюю страницу, и книга прочитана. Вот таким образом. Можно таким же образом избавить себя от того, что вам мешает. От того, что никак от вас не отпускает. Просто представьте себе все это написанным и закройте страничку. Попробуйте. Это все работает. Может быть, не с первого раза, но работает. Давайте посмотрим, что еще на завтра. Ну, будете, смотрите, вот тут я действительно вижу ситуацию, что вы будете работать над завершением чего-то, завершение какого-то проекта, завершение какого-то дела. Вы знаете, вот у меня всегда приходит пример, потому что, наверное, меня все-таки смотрит постоянно кто-то, кто именно занимается бухгалтерией. Не знаю почему, видимо, кто-то из тех, ну, опять же, смотрит на меня много, но кто-то именно действительно занимается бухгалтерией, потому что я очень часто вижу отчеты, сметы. Я очень часто вижу вот эти цифровые документы. Вот, то, например, в Excel есть вот это spreadsheet называется, я даже не знаю, как оно называется на русском. И я вижу вот это заполнение всех этих форм, бланков, всех этих цифр, которые дают именно баланс. Ну а если, ну опять же, это вот, видимо, кто-то из вас имеет действительно сильную энергетику, и кто-то вот именно занимается бухгалтерией. Но если говорить не о бухгалтерии, вот тут я вижу подготовку и, конечно же, продвижение чего-то. И, скорее всего, я вижу это связано с работой, даже если это не рабочий день. Все равно вижу, что будете заниматься продвижением чего-то. Это может быть очень много вещей. И будете над этим трудиться. Давайте еще одну карту, как всегда. Карта говорит не спешить. Не спешить с выводами, не спешить с решениями и не спешить именно завершить что-то.
надо все-таки, вот тут восьмерка пентаклей – это плодотворный труд, и это скрупулезный труд. И тут по девятке жезлов я могу сказать оборонительная позиция. Оборонительная позиция, что это значит? Это значит, что все-таки надо все будет проверять и перепроверять. Особенно, если мы говорим о контрактах, о соглашениях, о договорах, о судах, об ипотеках, о кредитах. Надо все проверять и не спешить. И вот над этим тоже иногда надо работать. Вы знаете, что иногда бывает, что для того, чтобы подписать договор, тебе его предоставляют, и неважно, с чем это связано, ты можешь с ним ознакомиться, ты можешь посоветоваться с юристом, с адвокатом, чтобы он помог тебе именно разобрать этот договор, прочитать его и, соответственно, уже тогда принять решение, подписывать его или нет. Кстати, если даже не говорить о договорах, а говорить о ситуациях, а говорить о людях, и говорить о людях, не спешите с выводами, поработайте над тем, чтобы понять человека, чтобы понять причины, по которым человек что-то сделал. И только тогда, когда вы все поймете, принимайте решение и решайте, каким же образом, особенно если что-то вам не понравилось, поговорить с человеком, дать человеку знать ваше мнение.